If you have fulfilled all of those five, food, clothing, shelter, medical care, and education, is there any guarantee that you'll be happy? Если мы собрали все 5 условий, то есть наличие пищи, одежды, крова, медицинского ухода и образования, можем ли мы гарантировать себе счастье? Or if you have wealth, power, and prestige, does this mean you'll certainly be happy? Или, если мы, скажем, собрали богатство, власть и престиж, есть ли гарантия того, что мы точно будем счастливыми? And the answer is quite obviously no. И совершенно очевидно, что ответ здесь нет. We have so many examples of wealthy people, powerful people, prestigious people who are miserable, living on antidepressants or even commit suicide. It's very obvious. Существует бесчисленное множество примеров людей, которые обладают большим богатством, большой властью или обладают престижем, и при этом совершенно несчастны, живут на антидепрессантах или даже совершают самоубийство. Это очень печальные и очевидные факты. So there's no guarantee at all that if you succeed, you'll find any real happiness. Так что нет совершенно никакой гарантии того, что преуспев в этих вещах, вы достигнете какого-либо подлинного счастья. And then in the pursuit of things like wealth, influence, status, there's no guarantee you'll succeed. А кроме того, нет никаких гарантий того, что вы преуспеете в своей погоне за богатством, властью или престижем. And even if you do succeed, there's no question, there is absolute certainty that whatever you acquire in terms of wealth, power, prestige, you're going to lose it. А если вы преуспеете в достижении этих вещей, совершенно несомненно, без каких-либо возможных вариантов, вы совершенно точно обретенное богатство, власть и статус потеряете. So I guess right about now, the debate between Clinton and Trump came to an end. I think so. Примерно в эту минуту завершились сегодняшние дебаты между Клинтон и Трампом, It took place in Las Vegas. которые прошли в Лас-Вегасе. They call it Sin City. Его еще называют город грехов. Of course, it's a city of casinos. There's all gambling there, yeah? Разумеется, это город, который полностью живет азартными играми. Казино. There's a very well-known statement from the casino industry. И в индустрии казино есть очень знаменитое высказывание. The house always wins. Выигрывает всегда казино. That is, no matter how much money you have, 1 million, 10 million, come to the casino and play long enough, and you'll leave with nothing. То есть сколько бы у вас не было денег, будь у вас миллион или 10 миллионов, если вы приедете в казино и достаточно долго там будете играть, уйдете вы ни с чем. Samsara is a big casino. Сансара — это большое казино. Play long enough, Заиграетесь, and the house of samsara always wins. и сансара всегда у вас все отыграет. When you're dying, whether you're Steve Jobs or whether you're a beggar, you're the same. Когда вы умираете, Стив Джобс вы или попрошайка, все для вас одинаково. He didn't have rich man's pancreatic cancer. He just had pancreatic cancer. It didn't matter whether he was famous or a nobody, wealthy or poor, handsome or ugly, old or young, didn't matter. It cut him down like any other person. У Стива Джобса был не какой-то специальный рак поджелудочный для богатеньких. У него был обычный рак поджелудочный, такой же, как у всех остальных. И раку этому совершенно не важно было, богатый он или бедный, привлекательный или страшненький, такой у него статус или эдакий. С точки зрения смерти все оказалось совершенно одинаковым. So I think it's safe to say, without being judgmental, that most people, when they think of the good life, they think of success, they think of happiness. И думаю, мы здесь с уверенностью можем сказать, без какой-либо нотки осуждения, что для большинства людей при мысли об успехе, о счастье и тому подобных вещах What comes to mind is hedonia. на ум приходит гедония. Material success, influence, the respect of others, appreciation, maybe some fame. It's hedonia. Материальный успех, богатство, признательность, может быть, какая-то знаменитость, статус. Вот что приходит на ум. Гедония. On the one hand, there's no guarantee they'll actually find happiness if they succeed. С одной стороны, нет никакой гарантии того, что люди достигнут именно счастья, преуспев в освоении озвученных пунктов. But there's a complete guarantee that if they do succeed, they'll lose everything they've acquired. А с другой, есть стопроцентная гарантия того, что преуспев в достижении перечисленных вещей, люди затем все полученное потеряют. Aging, sickness, and death, they're the great levelers.
Старение, болезнь и смерть — это великие силы, которые все уравнивают. So the wisdom traditions of the world, not just religions, but the wisdom traditions like Socrates, Plato, and Zhuangzi, and Buddha, and many, many others throughout history, East and West, the wisdom traditions of the world have for millennia been highlighting that there's another type of well-being beyond hedonia, beyond mundane pleasure. And the cultivation of that is the meaning of life. Все связанные с мудростью великие традиции этого мира, те традиции мудрости, которые мы встречаем не только среди религий, но и у таких философов, как Платон и Сократ, Джуанцзи и Будда, да и вообще повсюду, куда бы мы ни ткнули пальцем, на Востоке и на Западе, все эти великие традиции мира говорят о том, что за рамками гедонии или обыденного благополучия есть и иной уровень счастья, который достижим. И все без исключения традиции говорят, что в достижении этого счастья и кроется смысл жизни. So we all know the Buddha spoke a lot about the first noble truth, the reality of suffering. Мы все знаем, что Будда много внимания уделил первой благородной истине, реальности страдания. But he also spoke about happiness. Но он также говорил и о счастье. And he spoke of the happiness of having food and clothing, shelter and so forth, having no debt, being debt-free. He said, oh, that's quite nice. Он в том числе говорил о счастье, которое достигается за счет того, что у нас достаточно еды, одежды, крова. Говорил о счастье, которое проистекает из того, что мы свободны от долгов. И описывал его как нечто прекрасное, как замечательно этим счастьем обладать. But then he spoke of a type of sukha, or happiness, well-being, that transcends anything you can get with just wealth and things like that, the mundane. Но затем он также описал уровень сукхи, или счастья, которое мы можем достичь поверх всего того, что проистекает из богатства. Уровень счастья, который превосходит счастье обыденное. He called it the happiness of having a clear conscience. И называл он это счастье счастьем чистой совести. It relates to ethics. Shila samadhi prajna, it relates exactly to ethics. И это счастье чистой совести соотносится с шилой, или нравственной самодисциплиной. То есть в этом тройственном подразделении на шилу, самадхи и праджню вот этот уровень счастья относится именно к шиле. In Buddhism, the theme of ethics actually, at root, is very simple. В буддизме тема этики на самом деле описывается очень просто. We're leading an ethical way of life if, by way of our activities of body, speech and mind, our actions are non-violent. Мы ведем нравственный образ жизни, если активности наших тела, речи и ума не подразумевают насилие. There's the baseline, the foundation. Это базовый уровень, основа всему. Not inflicting harm. Не причинение вреда. Not out of anger, not out of greed. Не причинение вреда в силу гнева или жадности. Sometimes some harm is inflicting harm, sometimes necessary. Да, иногда какое-то причинение вреда является необходимым. Isn't it? Бывает же такое. Like if you have a tumor, Например, the doctor diagnoses your tumor and says, this has to come out. если у вас опухоль, врач диагностирует у вас наличие опухоли и говорит, ее нужно вырезать. Doesn't take it out with a mantra. И он ее не мантрой вырезает, He takes it out with a knife. а ножом. That's violence. Это насилие. You don't really want somebody sticking a knife into you. Вы, в общем-то, не хотели бы, чтобы вас ножами тыкали, конечно. Unless they're doing it with benevolence and skill to give you a little bit of pain to protect you from greater suffering. Then you say thank you. За вычетом ситуации, в которой с благожелательной мотивацией вам причиняют незначительную боль для того, чтобы уберечь вас от боли гораздо большей. Вот в этом случае вы говорите «да, спасибо». Children don't like to be scolded. Детям не нравится, когда их упрекают, ругают. They never like it. Никогда им это не Or be нравится. disciplined. Не нравится, когда прививают Go to your дисциплину. А ну иди в свою комнату. They never like it. Никогда им это не The по нраву. parents everywhere are inflicting harm on their children. И повсюду родители причиняют вред своим детям. But if it's with compassion and with wisdom, a little bit of discomfort prevents much suffering later. Но если это делается со страданием и мудростью, этот незначительный дискомфорт уберегает ребенка от гораздо больших страданий в будущем. That's not violence. И это не насилие. That's skillful means. Это искусственные средства. So on the one hand, leading a life of non-violence, where we're not inflicting harm out of our mental afflictions, craving, hostility, and so on. То есть, с одной стороны, мы ведем жизнь, в которой не причиняем вреда. Не причиняем вреда под влиянием своих умственных омрачений, ненависти, страстного желания и тому подобных. That's half of Buddhist ethics right there. Это половина буддийской этики. Вот она. And the other half is when we have an opportunity to be of service, to bring some joy to the world, to help.
And we act with benevolence. Вторая половина проявляется в тех случаях, когда у нас есть возможность принести кому-то в этом мире какую-то пользу, принести какое-то благо. И в этом случае мы действуем с благожелательностью. So if we lead our lives like a planet going around a sun, orbiting around the principles of nonviolence and benevolence, then even if we never meditate, never study Dharma, never do any rituals, that's a good life. Если мы ведем свою жизнь в соответствии с этими принципами, если мы как планета вращаемся вокруг Солнца этих двух идеалов непричинения вреда и благожелательности, но при этом мы не изучаем дхарму, не выполняем никаких молитвенных практик и никогда не медитируем, все равно это хорошая жизнь. Мы вели хорошую жизнь. And you can die without regret. И можем умереть без сожалений. Die with a sense of contentment, die with a sense of fulfillment. This was a good life. I did very little harm. When I had the opportunity, I did some good. And I'm ready to die. Okay, good. Умереть с чувством удовлетворенности, с чувством радости от того, что мы осуществили по ходу жизни, говоря себе, я не причинял вреда, и когда была возможность, приносил другим пользу. И с этой удовлетворенностью умираем и говорим себе, здорово, молодец. So this is authentic well-being. Это подлинное благополучие. And the fundamental difference between authentic well-being and mundane pleasure is mundane pleasure is always dependent upon something pleasant happening. И основополагающее различие между подлинным благополучием и благополучием обыденным или мирским состоит в том, что обыденное благополучие всегда зависит от того, чтобы случилось что-то приятное. It can be something pleasant that comes to our senses. Это может быть что-то приятное и проникающее посредством наших органов чувств. Or it can be something we can go directly to the brain and put some alcohol in the brain, like vodka. Или что-то, происходящее напрямую, например, с нашим мозгом. Скажем, мы можем что-нибудь влить себе, так сказать, в мозг, например, водочки там. Changes the chemical composition of the brain, you start feeling a bit happier. Она изменяет химический состав нашего мозга, и вот нам уже как-то счастливее живется. Or many people like drugs. Многим людям нравятся наркотики, например. It's hedonia. Это все гедония. The drug wears off, so does the pleasure. Наркотик выветривается, и вместе с ним и удовольствие. Alcohol wears off, you have a hangover. Выветривается алкоголь, и у вас отходняк. This authentic well-being is not stimulus dependent. Подлинное благополучие, о котором мы говорим, не зависит от раздражителей. In short, it's not a type of happiness you get from the world, but a sense of well-being you bring to the world. Говоря вкратце, это не то счастье, которое вы получаете от мира, а чувство благополучия, которое вы привносите в мир. You don't acquire non-violence and benevolence, you bring this to the world, and that gives you a sense of well-being. Вы не приобретаете ненасилие и благожелательность, а привносите их в мир, и это порождает в вас чувство благобытия. So it's not dependent on circumstances beyond your control. Так что это благополучие не зависит от тех обстоятельств, что не поддаются вашему контролю. Hedonia always is. А гедония всегда от таких обстоятельств зависит. You can't even count on your body to stay healthy. Вы даже не можете рассчитывать на то, что ваше тело останется здоровым. You can't count on the behavior of other people. They don't always act as we hope. Не можете полагаться на поведение других людей, они не всегда ведут себя так, как мы надеемся. We can't count on the economy. We can't count on nature being friendly. Sometimes it's not so friendly. Не можем полагаться на экономику или, скажем, на дружелюбие со стороны сил природы. Иногда природа вовсе не дружелюбна. So insofar as a life is single-pointedly focused on the pursuit of hedonia, then you should be anxious. И если жизнь однонаправленно устремлена к погоне за гедонией, есть повод тревожиться, нужно тревожиться. General anxiety disorder is a reality-based response to living a hedonic life. Синдром общей тревожности – это наш отклик на то, что мы ведем гедонический образ жизни. And if you have the imagination to look ahead, and you see, I'm going to get old, I'm going to get sick, and then I'm going to die, and I'm going to lose everything, that's depressing. И если вам хватает воображения на то, чтобы заглянуть в будущее и подумать о том, что вот в будущем я состарюсь, заболею и умру, это угнетает. So insofar as our lives are really focused on mundane pleasure, then the realistic response would be to be anxious and depressed chronically. Так что если мы полностью сосредоточены на погоне за гедоническим счастьем, то совершенно естественный отклик пребывать в тревожности и депрессии.
If you're focusing on hedonic pleasure and you're not anxious and you're not depressed, you're not paying attention. Если вы сосредоточены на гедоническом счастье, но при этом не испытываете тревожности и депрессии, вы просто невнимательно себя ведете. Then you can take drugs for your anxiety and your depression, and they will have side effects, and you can make more drugs for them, and more drugs for them, and you'll make the pharmaceutical industry very happy, and you'll be very neurotic. И вот у вас, значит, тревожность и депрессия, но не бойтесь, вы их можете заесть медикаментами. Вы будете принимать медикаменты от тревожности и депрессии, но у них будут, правда, побочные эффекты, но от этих побочных эффектов вы примете другие медикаменты. Но там понадобятся еще одни медикаменты, еще одни, и так вы существенно обогатите фармацевтическую индустрию. So if you're investing in samsara, it's like investing in a company you know is going to go bankrupt. Так что если вы инвестируете что-то, вкладываете что-то в сансару, это все равно, что делать инвестиции в компанию, которая, по вашим сведениям, точно обанкротится. And it's making yourself powerless. И вы при этом сами лишаете себя сил. Disempowering yourself. Сами лишаете себя власти. Because you're entrusting your well-being to circumstances over which finally you have no control. Ведь вы вверяете свое благополучие обстоятельствам, над которыми в конечном итоге никакого контроля не имеете. Not smart. Это неразумно. The wisdom traditions, East and West, religious and non-religious, they're highlighting a way of well-being that is not contingent upon, not dependent upon circumstances beyond our control. Традиции мудрости, восточные, западные, религиозные и нерелигиозные, делают упор на благополучие, которое не зависит от обстоятельств, не поддающихся нашему контролю. There are people who respond with nobility, with tremendous virtue, even in times of tremendous adversity. И существуют люди, которые даже во времена невероятных тягот откликаются на эти тяготы благородством и невероятной добродетелью. Remember the Italian earthquake a few months ago? Помните, несколько месяцев назад в Италии случилось землетрясение? Remember? Flattened two villages, yeah? Землетрясение, которое разрушило 2 деревни. Did you read about the little girl? I think she was 7 years old. Читали про маленькую девочку, которая там была, и, кажется, было 7 лет. And her house was collapsing. Ее дом стал рушиться, And she jumped on top of her little sister to protect her. и она прыгнула на свою маленькую сестру для того, чтобы ее защитить. You read about that? Читали про это? She died and she saved her sister. Девочка погибла и спасла свою младшую сестру. That's dharma. Вот это дхарма, That's nobility. вот это благородство. So she died well. Так что она погибла хорошим способом. So there are multiple dimensions of this authentic well-being, and one has to do with ethics. She was practicing sublime ethics. And whether she is Christian, religious, not, I have no idea. In a way, I don't care, because she's really practicing dharma. У этого самого подлинного благополучия есть разные измерения. Одно из этих измерений связано с этикой или нравственностью. И эта девочка практиковала высший из возможных уровней нравственности. И при этом я не знаю, была ли она христианкой или человеком нерелигиозным. И на самом деле это совершенно и не важно, потому что она действительно умерла, практикуя дхарму. But there's a deeper dimension of authentic well-being. Но существует и более глубокое измерение истинного благополучия. That comes through cultivating the mind, the heart and mind. То измерение, которое порождается благодаря тому, что мы развиваем свои сердце и ум. Comes under the general framework of samadhi. И этот уровень подпадает под общий подзаголовок самадхи. And the little meaning of samadhi is single-pointed attention. Ограниченная интерпретация понятия самадхи – это однонаправленное сосредоточение. Concentration. Сосредоточение, концентрация. But the larger meaning of samadhi is cultivating exceptional mental balance. Но более обширная интерпретация того же термина – развитие исключительного умственного равновесия. Exceptional mental health. Исключительного уровня умственного здоровья. Such that even without stimulation, your mind becomes a wellspring of well-being. Такого, чтобы даже без внешней стимуляции ваш ум оставался источником благополучия. That you bring with you into solitude, into a life of complete simplicity. You bring with you to downtown Moscow with many activities. You bring it with you, and your mind is providing you with a sense of well-being wherever you go.
Такого благополучия, которое вы берете с собой в уединение, где вы ведете чрезвычайно простую жизнь, или в центр Москвы, где вы занимаетесь всевозможными видами деятельности. Такого благополучия, которое сопровождало бы ваш ум, куда бы вы ни направлялись. And it's not dependent on good fortune or pleasant stimulation. И благополучие это не зависит от удачи или приятной стимуляции. It's something you bring to reality, not something you get from the world. Это нечто, что вы привносите в реальность, а не забираете у мира. And then finally there's the well-being that arises from wisdom, from knowing reality as it is. И, наконец, есть благополучие, которое проистекает из мудрости, из того, что мы знаем реальность такой, какая она есть. And again, in the wisdom traditions of the East and West, this is a universal truth, that the deepest sense of well-being comes from knowing reality as it is. И опять-таки, здесь традиции мудрости Запада и Востока солидарны. Глубочайший уровень счастья проистекает из ведения реальности такой, какая она есть.